если ваш ребенок не геймер, вам, на мой взгляд, сильно повезло. Но даже если нет, вам полезно будет узнать следующее. Всем привет, народ! Сейчас смотрю репортаж Первого канала про Call of Duty, я его еще не видел, и это выглядит крайне странно. Ну, то есть, это главный канал, и чувак сидит и как будто бы зомбирует вас. Я не знаю, ну, то есть, он говорит очень странно, каким-то медленным голосом, как будто что-то страшное произошло. Стрелялки об этом, конечно же, не знают. Все сказанное и показанное в этой вымышленной игре они могут воспринять за чистую монету. Вот такие действия сейчас будут переноситься из такого как бы полуреального мира вот в этот виртуальный. Ну а цель одна и та же, это промывка мозгов, в первую очередь тем неквалифицированным слушателям. Но по факту давайте обсудим, настолько ли все плохо, чтобы новости обсуждали именно эту тему, неужели нет ничего другого. Я понимаю, что многие блогеры сейчас тоже против этой игры, и я сейчас буду высказывать такую непопулярную точку зрения, но все-таки я как-то всегда более-менее лояльно относился к Call of Duty и попроще относился в целом вот к тому, что там транслируется, потому что это боевик, к которому нельзя относиться серьезно. Однако я удивлен тому, что многие поддержали то, что игру выпилили из PlayStation Store, ведь это на самом деле не очень хороший знак. 1 ноября в России запускают локальный интернет, и по идее теперь будет уже само правительство решать, что типа нужно заблокировать, что является там какой-нибудь, ну типа зарубежным контентом, который не нужен, который там портит что-то, влияет на людей как-то плохо, а что не нужно блокировать. И то, что сейчас начинают трогать игры, для нас, по идее, не должно быть ничем хорошим. Да, мы можем высказаться о чем-то, что нам не понравилось, но я думаю, что поддерживать запрет все-таки не стоит. Понятно, что многие не разделяют, да, и переписывание истории. Я с этим полностью согласен, что не все идеально, и не буду защищать там у всех свое мнение. Но вот в плане каких-то моментов, что по новостям крутят, туда звонят всякие блогеры, стримеры. Я не знаю, как эту игру допустили на наш рынок, но я почти на 100% уверен, что этот кусок обязаны запретить. И говорят о том, что это надо запретить, то есть это уже ни в какие ворота. Правильно, в духе времени. Уверяю вас, для тинейджеров это убедительнее, чем учебник истории, и точно занятнее. На то, видимо, и расчет. И вот то, неужели об этом так надо говорить? По-моему, даже о каких-то трагических случаях, которые происходили у нас в стране, так не говорили. Вот таким тоном, когда там падал какой-нибудь самолет, или когда случалось что-то, когда какие-то там митинги на площадях. То есть никто так не говорит таким заупокойным голосом, да, как вот говорят про Call of Duty. Не знаю, я прошел Call of Duty, ну типа мне ни горячо, ни холодно. Понятно, что кого-то это оскорбляет, но все-таки я как-то, боевик. Ну, чуваки, серьезно, это просто стрелялка. И это все ведет к очень плохим событиям, которые еще в дальнейшем случатся, хотя бы даже потому, что сейчас уже создают и локальный интернет, и обсуждают игры, и обсуждают фильмы, что вырезать, что запретить. Ну, то есть, понятно, что хочется, чтобы мировая культура лучше признавала, да, Россию, но это не тот путь. Это путь к тому, чтобы в России просто стопорился контент от мировой культуры, да, а чтобы в мировой культуре, скажем так, другие страны, игры, фильмы выпускали про хороших русских, нужно что-то делать, нужно что-то создавать, нужно менять имидж, нужно, ну вы понимаете, что нужно достижения какие-то совершать, ну то есть нужно работу проводить, а не просто как бы изолироваться. Нельзя, знаете, избежать каких-то проблем, избежать мнения окружающих, просто закрывшись. Ну, так не работает. Опять же, я уверен, что если бы у нас в России были бы хорошие продажи игр, то наверняка не брали бы главной темой вот именно такую тему. Ну, тут вы тоже можете сказать, Пазл, ты там хочешь нам продать. Не хочу, но просто как бы рынок тоже решает. Если у нас, например, пиратство, если у нас низкий заработок в России, люди не могут себе позволить покупать игры, соответственно, и в мире они не получают никакую отдачу ни в сюжетах, ни в играх. Даже вот мы сейчас поехали на BlizzCon, многим странам дали слоты для стрима Diablo 4. Причем у чуваков очень маленькие просмотры, там 200 просмотров за 2 часа стрима. Ну, то есть не 200 человек в прямом эфире, а 200 просмотров. То есть это вообще все люди, которые зашли. У кого-то там 300, у кого-то 1000. У нас есть гораздо лучше стримеры, которые больше собрали, там тот же Will of Games, ну и другие, кто здесь был на BlizzCon. Но вот как-то, не знаю, видимо, рынок такой, что все понимают, что люди не купят эту игру.
и продвигать ее не надо, и должного уважения тоже не нужно этому отдавать. Ну, понимаете, да, вы же не думаете о какой-нибудь там маленькой стране где-нибудь, не знаю, в Африке. Ну, то есть, вы же не часто об этом задумываетесь. Тут то же самое. И проблема тут не в том, что вы не покупаете игры, а проблема в том, что вам не платят нормальных денег, да, образно, чтобы вы покупали эти игры и влияли на мировое какое-то решение, вообще общую культуру, общее место какое-то в мире. Да, это звучит жутко в плане, что типа покупайте, и тогда там вас будут выставлять лучше, но так оно и работает, к сожалению. То есть, если бы Россия отдавала на массовую культуру больше какого-то контента, больше вещей каких-то годных, которые бы везли за рубеж, люди бы больше участвовали в чем-то. Ну, то есть, было бы лучше, как мне кажется. И как раз-таки проблема-то вся в том, что нету развития у страны. А вот это вот закрытие всего, то есть запрет, спрячемся в 4 стенах, не будем видеть, это отменим, это не будем показывать, потому что оскорбляет. Это тоже не лучший путь на самом-то деле. И вот эти все запреты, это как раз-таки изоляция еще больше, чтобы потом было еще хуже, и что еще будет больше к дикарству вести. Ну, это мое личное мнение. Не знаю, можете согласиться, можете нет.